Наша команда — это сложный механизм. Каждая деталь должна быть совершенна. Нам нужна моментальная реакция, идеальная коммуникация и точность в каждом движении. Это и есть секрет победы. Всем привет, это карантинный влог, давайте назовем это так. Мы созвонились с ребятами, чтобы узнать об их мнении, о последних новостях, потому что сезон насыщен турнирами и есть о чем поговорить. Поэтому поехали, всем приятного просмотра. Ну что, всем привет, друзья. В период коронавируса и пандемии грустно нам записывать подобные влоги, потому что мы находимся очень далеко друг от друга, в частности Кирилла. Привет, Кирилл. Привет, да, никакой синергии. Поехал ты и уехал, покинул, так сказать, буткэмп, давненько уже Киев, сидишь у себя дома. Расскажи, чем ты сейчас живешь, где ты находишься, посвяти, так сказать, зрителей наших в свои будни. Да, ничего необычного, нахожусь дома. Как бы сейчас пандемия, тут вырастают волны, какие-то вторые пошли опасно выходить на улицу. У меня маленький брат, тоже там мама в последнее время не очень хорошо себя чувствует. Короче, сижу дома просто и тренируюсь. Сейчас еще турниры, конец года. Хочется постараться выложиться на максимум. Берегите себя, друзья, берегите всех, кто смотрит этот влог. У нас на связи Денис, прямо из Москвы, если я не ошибаюсь. Денис, как дела? Отлично. Как Ты у вас уехал... дела? Ой, у нас тоже хорошо. Ты уехал из буткэмпа и не остался с ребятами, уехал домой в Москву. Расскажи, не одиноко ли тебе было играть все это время без тиммейтов? Да нет, как-то нет. жена не давала скучать с ребенком. Кстати, хотела затронуть этот вопрос. Как сейчас выстроен твой режим? У тебя же маленький ребенок. Ты, наверное, очень рано просыпаешься. Твой день начинается, не знаю, обычно в 8 утра у молодых родителей. Расскажи, во сколько ты вообще просыпаешься и беспокоит ли тебя это? Я стою, во-первых, всегда по-разному, и моя дочь тоже встает по-разному. Она может в 11 дня может встать в 9 утра, и когда она встает в 9 утра, моя жена старается меня не тревожить и сама как бы занимается с ребенком и дает мне поспать. Я встаю где-то в 10, в 11 в лучшем случае. На самом деле. Мой режим в последнее время очень сильно испортился. Я вставал там в 9-10 максимум. Если я до 11 вставал, то это было уже для меня чересчур. А сейчас я встаю в 11-12 и хочу исправить этот момент. Здесь две стороны медали, потому что когда идет долгий буткемп, некоторые могут уставать от друг друга. Но вообще, конечно, комфортнее, когда ты играешь на буткемпе, видишь друг друга, и ты как бы думаешь только о Counter-Strike, никаких нету ни внешних факторов, ни так далее. То есть буткемп, наверное, с точки зрения продуктивности, он лучше. Но как бы дома каждый, если может себе настроить тоже на этот фокус игровой и стараться также работать и не распыляться на всякие мелочи. То есть, знаешь, кто-то может домой приехать, там с девушкой больше времени проводить, не знаю, там ночью залипать, не спать, там фильмы, сериалы смотреть. На буткемпе тоже, но как бы на буткемпе ты это контролируешь, там, да, и у тебя там менеджер на буткемпе есть, который там может тебе сказать, там, тренер тоже. То есть мы, допустим, на буткемпе себе не позволяли очень поздно ложиться. Все примерно там, максимум к 2-3 там, и то очень редко к 3, там Егор очень рано уходил тоже, я где-то к 2 часам тоже уходил. То дома можно чуть-чуть себе больше позволить расслабиться, я бы сказал. Но, в принципе, разницы нет, если ты в фокусе, я бы сказал. Но буткемп все-таки получше, наверное. Там это просто проще сделать. Давненько мы ничего не записывали с КС-составом, люди немножко соскучились по вам, наверное, особенно ты, которому столько было внимания в связи с тем, что ты заболел. В общем, расскажи, как ты сейчас себя чувствуешь, во-первых. В целом все окей уже, то есть симптомы ушли, уже приходили тесты отрицательные, так что, так сказать, восстанавливаюсь. Как прошла болезнь? Не сильно тяжело? Это самая неприятная болезнь, которой я болел вообще, поэтому плюс добавилось к тому, что у нас были турниры, и было сложно, в общем, и играть, и болеть, так сказать. Но, тем не менее, ты классно себя показывал, даже ты рассказывал о том, что хайлайт запомнил свой под короной. Да. Поэтому сильно тебя не задамажило в этом плане, да? Где ты сейчас находишься? Расскажи фанатам. Мы последний раз виделись на буткемпе, как дальше сложилась твоя судьба, так сказать? Так, живу я в Киеве, снял новую квартиру. Как тебе? Крутая, да. Сейчас с интернетом еще разберусь, и будет вообще все good. Не скажу где, пожалуйста, не ищите. Егор, привет, в первую очередь. Привет. Расскажи нам, что произошло в последнее время в твоей жизни. Вы уехали из буткэмпа, и сейчас ты вернулся домой, правильно я понимаю? Расскажи, как добрался, как себя чувствуешь, как жизнь сейчас. Первое, что изменилось, это
изменилось местонахождение, то есть мы были в Киеве, у нас был буткэмп, потом мы переехали, некоторое время жили с девушкой, но пришлось уехать, и сейчас вернулись домой. Расскажи об игре немножко, о последних ваших результатах. Они не такие стабильные. Вот расскажи, это связано было конкретно с твоей болезнью или есть еще какие-то факторы? Как ты видишь вообще вашу игру последнее время на последних турнирах? Я думаю, и то. Возможно, из-за болезни, да, я не мог показывать там максимальный результат. И плюс был сразу турнир, то есть мы не успели особо подготовиться. Играли уже с старыми стратами, которые были с прошлого турнира. Но в целом как-то все равно еще не до конца мы нашли, не знаю, свою игру, что ли. Мгм. Просто что-то не получается в онлайне. Вот эти два РМР турнира, точнее их было всего 3, но 2 из них вам как-то дались очень тяжело, есть такое ощущение. Тем не менее, у вас достаточно очков для того, чтобы проходить на мейджор, но было все очень тяжело для вас. Расскажи, есть ли разница играть с СНГ командой или с европейской, почему эти РМР турниры для вас вот выдались такими именно? Ну, про первый я особенно рассказывать не буду, потому что там были ребята, которые использовали кое-что запрещенное. Привет, Зонеру. Но вообще могу сказать, что отличается 100% от европейских команд, потому что в Европе в основном люди играют по метовой части, то есть какую-то мету общепризнанную используют, либо навязывают свою. А в СНГ бывают больше такие йола-мувы, которым ты не особенно подготовлен. Люди играют вообще в свою игру, там могут бегать на плюсовое. Всю карту Чувствуешь могут. ли ты, что команды в СНГ особенно сильно готовятся к Нави? Что вот есть некий такой у них спортивный азарт и спортивная злость на Нави, и им всем хочется вас особенно сильно переиграть? Я думаю, определенно да, потому что для всех Нави это, не побоюсь сказать, тир-1 команда, точнее так и есть, и все хотят выложиться на максимум, им может быть даже больше, чем свой максимум показать. Вы в последнее время прошли через много препятствий с командой. Расскажи, как это отобразилось конкретно на твоей игровой форме? Чувствуешь ли ты какие-то сейчас трудности с этим? И вообще, чем живешь последние вот эти месяцы, когда мы не общались? Ну, я старался тренироваться все это время и продолжаю это делать. Понятно, что трудности в команде в некоторых играх подбивают уверенность не только команды, но и отдельно игроков. Тяжело всей команде, и мы стараемся выйти из этого кризисного момента. Ну, вообще, так как конец года, сейчас турниров осталось сыграть немного, то есть у нас остались Blast-финалы, Falldown и EM Global, которые вот в онлайн перенесли. Это, наверное, вот 2 основных турнира, на которые мы будем делать ставку. Этот турнир, он больше как потренироваться просто, набрать форму. То есть у нас просто такая проблема была, что у нас турнир за турниром шли, и кто-то там приболел, Илья коронавирусом у нас, то есть были проблемы именно с тренировками с обычными. У нас не было там дней, когда мы можем что-то потренировать, там пофиксить ошибки, наиграть что-то новое. Мы вышли в плей-офф BG, но там несколько дней перерыв, по-моему, даже неделя, когда можно потренироваться, потом сыграть спокойно плей-офф, и еще будет неделька подготовиться вот к основным 2 турнирам. Но хотелось бы, конечно, попробовать выиграть все эти турниры. Это очень сложно. Скажем так, если много работать и хотеть этого, и где-то даже доля везения должна, я думаю, быть. Ну, короче, если эти звезды, то все возможно. Стараемся наиграть как можно больше новых раундов или оттренировать старые. И атмосфера, могу сказать, неплохая. Никаких конфликтов нет. Все стараемся, тренируемся и надеемся показать хороший результат. Сейчас опять наращиваем свою мощь, так сказать, потому что у нас такое бывает, что по ходу турнира мы просто Набираете обороты. набираем обороты, да. И я надеюсь, что к следующей игре мы наберем обороты и без проблем выиграем. Но я ожидаю как минимум хорошей игры от матчей с такими командами, поэтому, тем более, у них присоединились хорошие игроки к некоторым командам, то есть к G2 присоединился Нико, к Complexity присоединился GKS, Астралис вернулся к Zipnix, там, то есть... А что думаешь по поводу Олафа? Очень опытный и умный игрок, и он принесет очень много команде. То есть он передаст опыт, свое понимание игрокам, но все же мне кажется, что Олаф это не долгосрочная перспектива для них, и они хотят взять кого-то другого. Потому что, как сам сказал Олаф, я так понял, ему не очень хочется возвращаться.
Слушай, каждая команда, когда берет нового игрока, они чувствуют, что, возможно, там с этим игроком они вот и стали еще сильнее, у них такой как бы медовый месяц начинается, когда они могут начать выигрывать, у них появляется огромное желание. Это отличный пример вот Мибр, которые собрали там себе full новый состав и дали борьбу, там реально показывали неплохую игру, достойные результаты. Вот. Я бы не оценил это как хорошо или плохо, на самом деле, потому что больше нужно фокусироваться на своей игре, на тренировках, и если ты будешь хорошо подготовлен, в принципе, без разницы, там, сделал кто-то замены или нет. Ну, понятное дело, что в отдельных моментах это дает тебе преимущество. А кто сейчас является вашим главным соперником? Это все-таки Астралец, потому что мы видели, что у вас Соджи какое-то было проклятие там на Бласте. Расскажи, какие сейчас оппоненты вот доставляют вам больше всего проблем? КС вышел на такой уровень, что каждая команда может наказать тебя, если ты будешь играть не на 100%, я бы сказал. Если ты не будешь готов к матчу, и даже те же Mad Lions, которые там недавно обновили состав, вот мы с ними играли, они что-то показывают, делают антистраты, и вот если ты не будешь выкладываться и думать, что, да, я с этими просто, то как бы они также вот просто тебя и выиграют. А с кем тяжело играть? Да сейчас я бы не назвал одну команду, с которой тяжело играть. Там много команд могут доставить проблем. Те же там OG, Astralis, Vitality, с которыми у нас обычно там зарубы бывают. То, что мы там у них карту можем 16-3 выиграть, но потом в итоге Best of 3 проиграть. То есть я бы не назвал кого-то одного. Я бы сказал, что сейчас КС вышел на такой уровень, что действительно каждый матч, он может быть интересным, и ты можешь как выиграть, так и проиграть, и все зависит от твоей подготовки и формы. Эх, ну что, друзья, вот и записали мы влог в таком формате. Не хотели мы пропадать слишком надолго, хотели, чтобы вы увидели, ребята, узнали все новости из последних уст. И вот так это получилось. Пишите в комментариях, как вам такой формат, стоит ли нам развиваться в этом направлении, потому что... Кто его знает, насколько это все еще затянется. Ланы пока что нам не светят, но впереди очень много интересного Counter-Strike, как ребята нам уже и рассказывали. До Players Break еще есть классные турниры, на которых вы можете поболеть за Нави. Это и Бласты, и Intel Extreme Masters, который прямо сейчас идет. И, надеюсь, мы пройдем и на следующий этап. Спасибо, что посмотрели это видео. Берегите себя, занимайтесь своим здоровьем. Сейчас время такое. Поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Всех люблю, целую, всем пока!